Так, мы едем по Петербургу, и вот нам нужно было приехать на набережную обводного канала. И для того, чтобы туда попасть, нам хотелось бы просто повернуть налево на набережную, но вместо этого мы сейчас объезжаем дворами, делаем огромную петлю. Чтобы повернуть налево, мы 3 раза поворачиваем направо, как будто бы это не город, а долбанная транспортная развязка. И таков весь Петербург. Полно вот этих проспектов широченных, на которых полно автомобилей, а тротуары здесь узкие. Ну, хотя конкретно на этой улице не узкие, но все же город автомобильно ориентированный. Зачем-то здесь везде вот эти заборы, много вот этих дорожных знаков. Как будто бы без них непонятно, где какие маневры можно совершать. Короче, нужно срочно переделать Петербург в полупешеходный туристический город, чтобы по нему было удобно передвигаться всем, а не только обладателям автомобиля. И не стоит забывать, что здесь еще должна быть велоинфраструктура, которая на данный момент здесь просто не существует. А мы сейчас едем по набережной обводного канала и ищем наш Хавейл Джолион Дилимобиля, на котором поедем сразу в Москву. Потому что теперь в Дилимобиле есть тариф межгород. Можно арендовать машину в одном городе, а завершить аренду в другом. Очень удобно. Итак, мы прощаемся с нашей Kia Rio в Сити-драйве. Вот вам промокод. И пересаживаемся в наш Хавейл Джолион в Дилимобиле, на котором поедем в Москву. Вот вам промокод. Подробнее о Хавейле Джолионе я рассказал в этом видео о поездке в Рязань. Посмотрите, если еще не смотрели. Ну все, а теперь мы наконец-то едем в Великий Новгород смотреть на троллейбусов Шкодов, да? Да. 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 Ладно, мы поняли. О, троллейбус. Шкода. А, не, ВМЗ 5298. Мы доехали до Великого Новгорода, единственного в России города, где до сих пор ездят троллейбусы Шкода с пассажирами. Конечно, эти троллейбусы не чешской сборки, а вологодской, но это не делает их менее интересными. И, кстати, на моем канале уже есть полноценный обзор Великого Новгорода с троллейбусами, Шкодами и другими троллейбусами, с автобусами, с архитектурой. Так что обязательно посмотрите его, если еще не смотрели. Ну а мы сейчас опять попробуем поймать троллейбусы Шкоды, потому что нельзя же не заехать в Великий Новгород по пути из Петербурга в Москву. И сейчас я иду к конечным троллейбусов, около троллейбусного депо. Ребята уже убежали туда, и там стоит целая тролль за мегаполис, бывший московский троллейбус. И еще мне понравилось въезжать в Великий Новгород на автомобиле, потому что здесь ты едешь, бабах, появляются троллейбусные провода. И ты сразу понимаешь, что въехал в город. В то время как в большинстве других городов признаками города являются какие-нибудь торговые центры, строительные рынки, автостоянки. Ну, согласитесь, гораздо приятнее, когда город встречает вас какими-то признаками цивилизации, а не всякими злачными местами.
Там троллейбус Шкода. Мы в Великом Новгороде только 10 минут, и он уже здесь. Сейчас покатаемся, пофотографируем, ну и, конечно же, полюбуемся самим Великим Новгородом в очередной раз, потому что я просто обожаю этот город. Для тех, кто не смотрел видео про Великий Новгород и не собирается его смотреть, я напомню, чем интересен этот троллейбус. Это Шкода 14 ТР 98 года выпуска вологодской сборки. В Великом Новгороде было 10 таких троллейбусов, сейчас осталось 2. Вот этот единственный рабочий, также есть один резервный. В 2024 году 2 троллейбуса Шкода 14 уехали в Петербургский музей. Один из них я уже вам показал. А все остальные Шкоды уже списаны, причем буквально недавно. Там в 2022-2021 году. Ну и, собственно, троллейбус этот интересен тем, что это последняя в России живая Шкода 14 ТР. В принципе, можно найти Шкода 14 ТР в украинских городах, в городах Прибалтики, но в России вот, пожалуйста, одна единственная Шкода. Стоит обратить внимание на звуки, которые этот троллейбус издает при разгоне. Это звучит тиристорная импульсная система управления, которая регулирует напряжение на двигателях и, соответственно, скорость их вращения и скорость троллейбуса. Ну, если вам это интересно, можете спросить подробнее об этой системе в комментариях, я вам расскажу. К сожалению, состояние у троллейбуса не идеальное, но, как сказал классик, денег нет, но вы держитесь. Дело в том, что электротранспорт — это не приоритетное направление для руководства Новгородской области. Таким образом, можно сказать, что троллейбус «Шкода» до сих пор ездит по Великому Новгороду вопреки всему. От всей души спасибо всем, благодаря кому этот троллейбус до сих пор выходит на маршруты и возит пассажиров, новгородцев, а также нас, понаехавших фанатов из Москвы. Я вам сейчас покажу, как настоящие профессионалы фотографируют троллейбусы и автобусы. Немножко испачкался, но не беда. Все ради искусства и контента. А теперь смотрите, какая получилась классная фотография. Интересно, что подумал водитель. Водитель, если вы это читаете, напишите ваши мысли в комментариях. А я сейчас делаю оригинальную фотографию со Шкодой, а не какую-нибудь банальную на дороге. Я сейчас фотографирую как истинный профессионал через листочки.
Вот, смотрите, как надо фотографировать троллейбус, а не просто там на дороге. Через листочки. Вот что значит настоящее искусство. Набаянили мы достаточно на проспекте Мира. Классные фотографии есть. Троллейбус Шкода, мегаполисы, Лиазы. Замечательно. Теперь можно со спокойной душой ехать в центр Новгорода, смотреть на Новгородский Кремль, на другие достопримечательности, на речку Волхов. Но сначала сфотографируем все троллейбусы на проспекте Корсунова. Например, еще один троллейбус Мегаполис, а также все автобусы, какие только нам попадутся. ЛиАЗ 6213.21, ЛиАЗ 5292.67 и, конечно же, ВМЗ 5298, квадратненький троллейбусик вологодского производства. Обратите внимание, что в Великом Новгороде не скашивают траву. Лично я считаю покос травы бесполезной тратой времени, усилий, денег, бензина и ресурса газонокосилок, а также уничтожением красивости. Посмотрите, сколько в Великом Новгороде зелени, какая красота. Тут и сныть, и одуванчики, и какая-то еще трава. Просто замечательно, вот как приехал на дачу. Вот во всех бы городах не косили вот так вот траву, не делали какие-то безжизненные пейзажи. Особенно это любят делать на белорусской железной дороге, вычищая подчистую весь пейзаж вокруг путей. И оставляли бы вот так. Я лично вообще не понимаю, зачем нужно срезать траву. Кто-нибудь может мне дать внятное объяснение? Конечно, троллейбусы ездят по Новгороду не очень быстро, а все потому, что здесь так себе контактная сеть. Вот смотрите, какая здесь огромная стрела провеса. Какие здесь поломанные все эти крепления, все кривое, косое. Как сказал классик, денег нет, но вы держитесь. Хотя вот на это у Новгорода деньги почему-то находятся. Как вы можете видеть, в Новгороде много новеньких автобусов. Низкопольных ЛиАЗа 5292.65. Как будто бы этот индекс вообще имеет какое-то значение. Но, к сожалению, такого нельзя сказать о троллейбусах. Парк здесь уже много лет не обновлялся. Последнее, что здесь было, это несколько поддержанных троллейбусов из Москвы. Новых поступлений нет и в ближайшие годы не ожидаются, что плохо. Потому что если не обновлять подвижной состав, то, естественно, появятся люди, которые такие: о, ну троллейбус нужно брать, потому что он старый, морально устаревший. А то, что троллейбус старый, морально устаревший, потому что его не обновляют, это их уже не так заботит, просто убираем и все. Поэтому желаю, чтобы в Новгороде срочно появились новые троллейбусы, потому что рынок огромный. И Альгерда, и вологодские ВМЗшки, и Синара, и КамАЗ. Бери, не хочу. Ну и, конечно же, нужно ставить старые троллейбусы на память. Какое шикарное небо. Вот сейчас мы здесь задержимся, обязательно сфотографируем пару троллейбусов, 10 автобусов и 6 трамваев. Правда, придется подождать несколько лет, когда их здесь построят. Смотрите, какая получилась классная фотография. Обожаю такое небо разноцветное, а не скучное голубое. Сейчас я хочу вам показать Бермудский треугольник Великого Новгорода. Это пересечение проспекта Александра Корсунова и Большой Петербургской улицы. Вопрос в том, как это место пересечь пешеходу. Вот смотрите сами. Допустим, что мы пришли вот по этой стороне, и нужно нам попасть, ну, к примеру, вон туда. Как это сделать? Нет зебры через вот эту проезжую часть, нет зебры вот здесь, хотя здесь есть тротуар и намек на то, что здесь когда-то была зебра. Зато здесь есть забор, непонятно зачем. Нет зебры и вон там, нет зебры вон там. И зебры есть только вон там, на светофоре. Больше зебр нет. В чем проблема здесь сделать зебры, чтобы люди могли нормально передвигаться по городу, если у них нет машины или другого транспорта? Или вы что, не хотите, чтобы Великий Новгород был классным пешеходным городом с туристической инфраструктурой? Да вы просто ненавидите Новгород. Ну да, как я сюда попал? Я сюда телепортировался, конечно. Я же не буду бегать через дорогу. Я вас умоляю. С ума сойти. Нам попался ВДЛ Нефас 5995 Транзит. Единственный в своем роде автобус, который до сих пор возит пассажиров. Второй такой же был в Уфе, но его там уже давно отставили под забор. Уникальный автобус. И, между прочим, в том видео про Великий Новгород я в нем покатался и вам его показал. Так что в очередной раз напоминаю, смотрите видос про Великий Новгород. Начался сильный дождь, мы пришли на автобусную остановку. И знаете что? Автобусная остановка в Великом Новгороде – мое почтение. Только посмотрите на эту красоту. То есть она такая каркасная, металлическая. Здесь стеклянные стенки. Указатель названия, естественно, здесь есть. Внутри есть указатель названия. Есть символ Великого Новгорода, вот такая вот в местной стилистике. Электронное табло с указанием, когда какой автобус приедет. Есть здесь вот такой экран. Видимо, для размещения рекламы. Можно посмотреть время, погоду и, опять же, когда что приедет.
есть зарядное устройство, есть кнопка экстренного вызова, есть классная скамейка, сделанная не из профлиста, а из какого-то нормального пластика. В общем, остановка в Великом Новгороде просто топовая. Желаю всем российским городам, чтобы в них были только такие автобусные остановки. Ну или не такие, а более крутые. Осталось только рядом с классной остановкой сделать потрясающую ливневку. У кого-то есть вопросы, для чего она нужна? Только что поехал интересный автобус ЛиАЗ-6213.21. Эти автобусы интересны тем, что буквально пару лет назад их еще можно было встретить в Москве. То есть для нас, понаехавших из Москвы, белый, зеленый, сочлененный автобус – это ностальгия. Теперь в Москве таких автобусов нет, но многие из них были отданы в регионы. И в частности, вот в Новгороде есть несколько таких автобусов. Сколько именно, точно не знаю. Но приятно было встретиться с бело-зеленым ЛиАЗом. Недавно я показывал вам дурацкий забор в Великом Новгороде, который абсолютно там не нужен, где он стоит, ну да ладно. Однако, если стоит задача разделить поток пешеходов и автомобилей, гораздо лучше делать забор из кустов. Забор из кустов. Дешево, экологично, экономично, эстетично. Пользуйтесь, не благодарите. Что же делать дальше? Может быть, поехать в исторический центр, полюбоваться древним Кремлем, речкой Волхов, мостами и другими достопримечательностями? Да не, бред какой-то. Этот Игорь из 2023 года такой дурачок. Исторический центр Великого Новгорода просто офигенный. Здесь столько классной ухоженной архитектуры, столько деревьев. Здесь ездят красивые современные автобусы. Только вот электротранспорта не хватает. Пора бы уже продлевать троллейбусную сеть сюда, в исторический центр, чтобы классная Шкода ездила среди исторических зданий. Ах да, чуть не забыл. Еще из исторического центра нужно брать вот эти вот металлические недоразумения. Мы в самом сердце Новгорода, за моей спиной Новгородский Кремль, а спереди здание правительства Новгородской области. Очень красивое, торжественное место. Это главная достопримечательность Новгородского Кремля – Софийский кафедральный собор, построенный в 1050 году, то есть ему уже почти 1000 лет. Самая главная древность Великого Новгорода. А вот эта неземная красота называется звонница Софийского собора в Великом Новгороде. Построена она в 16 веке в новгородско-псковском стиле. Итак, мы выходим из Кремля к реке Волхов. Смотрите, какая здесь красота. Здесь даже есть песчаный пляж, между прочим. Жалко, что сейчас не купальный сезон. Это аркада Гостиного двора. Одна из самых узнаваемых достопримечательностей Великого Новгорода. Часть бывшего здания. Сам Гостиный двор был построен в 1770 году, но Великая Отечественная война его уничтожила. В советское время планировалось восстановить Гостиный двор, но вместо этого все руины разобрали и оставили только вот эту аркаду. Памятник композитору Рахманинову. Даже здесь, рядом с потрясающей красоты сталинскими зданиями, у которых разноцветный фасад с лепниной, нужно было влепить вот этот знак. Как будто бы без этих дурацких знаков непонятно, что здесь пешеходы переходят дорогу.
Смотрите, какая красота, какое шикарное сталинское здание. Но даже здесь нужно было изуродовать город вот этим, вот этим, вот этим. Зачем? Зачем уродовать город? Вот что, это красиво, какую это функцию несет? Эстетическую, практическую? Никакую. Только бесит меня. Мы пообедали вот здесь, рекомендую, тут недорого и вкусно. А теперь поедем к троллейбусному депо, где нас ждет наш ХВЛ Джолион, и поедем уже в Москву. Но сначала погуляем пешком вдоль автомобильной дороги, ведь это же, блин, так интересно. А все потому, что не надо было проворонивать свою автобусную остановку около троллейбусного депо. Но зато мы увидели классный грузовик, похожий на ЗИЛ-131, но это не ЗИЛ-131, это Амур 531-350. Блок у меня не автомобильный, поэтому более подробно рассказывать не буду. Читайте сами в Википедии, если вам это интересно. А также два новых ЛиАЗа, которые сами по себе, конечно, не очень интересны, но для нас, понаехавших из Москвы, на фоне вот такого вот антуража, выглядят необычно, поэтому я их и сфотографировал. Мы дошли до троллейбусного депо всего лишь за 10 минут, так что заодно и прогулялись и посмотрели на классные Амур и на классные автобусы. А теперь нужно уже вернуться в наш автомобиль и уже ехать в Москву, потому что путь не близкий, и не хотелось бы оказаться дома в 3 часа ночи. Не успел выехать, а уже стоят, снимают. Ужас! Но даже это еще не все, потому что нельзя просто так взять и уехать из Великого Новгорода без еще одной фотографии троллейбуса «Шкода». О, троллейбус. Шкода. Шкода. В этот раз Великий Новгород понравился мне еще больше, чем в 2023 году. Потому что теперь я посмотрел не только на советские, но приятные окраины, но еще и на исторический центр, на реальные древности, на классные новые автобусы и на сталинский ампир. Великий Новгород – классный город, и я обязательно вернусь сюда еще раз, даже если здесь не останется троллейбуса «Шкода». Хотя я надеюсь, что он здесь обязательно останется, потому что какой может быть Великий Новгород без троллейбусов «Шкодов»? Но пора ехать в Москву, поэтому я с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на канал, ставить палец вверх, приходите на мои спонсорские площадки за дополнительным контентом. Ну и, конечно же, смотрите остальные видео, которых на моем канале уже много-много-много. С вами был Игорь Абросимов, канал Блог ЖД-фотографа, канал о поездах и городском транспорте. Спасибо за просмотр и до новых встреч!